Несмотря на то, что за последнее время информационный фон вокруг Konami и их детища под названием eFootball не самый благоприятный, и по сути большинство игроков все чаще и чаще начинает выражать свое недовольство, даже в такой ситуации проскакивают некоторые новости, которые позволяют в лишний раз сказать, что, вроде бы с игрой еще не все покончено, и Konami вроде что-то доделают. Но учитывая все предыдущие слухи, которые фигурировали в преддверии 5-го сезона, конечно же, доверять им на 100% мы не можем. Но это не отменяет того факта, что мы можем их обсудить, поэтому сегодня этим и предлагаю заняться. Поговорим о 6-м сезоне и контенте, который мы ожидаем, исходя из слухов, которыми поделился Ренан Гальвани, порассуждаем, насколько это реально и стоит ли вообще ожидать. Как и всегда, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Если вам необходимо срочно пополнить свой баланс в Steam или же прикупить новую игру на свой аккаунт, но вы не знаете, где это можно сделать, у меня есть для вас решение. KupiCode. Это не просто сервис, а целая игровая экосистема, которая делает упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывает турниры и предлагает систему лояльности. У них самая низкая комиссия на рынке, и помимо пополнения, также на их сайте вы можете найти игры, которые недоступны для нас в Steam. Раздел «Недоступные в РФ». Здесь собраны все игры, которые пользователи не могут найти в магазине Steam, но благодаря KupiCode их можно приобрести на свой российский аккаунт, и не нужно в лишний раз париться с созданием новых профилей и прочими трудностями. Весенняя распродажа в самом разгаре. Успей закупить игры по огромным скидкам. Пополнение аккаунта Steam на их сайте происходит в несколько действий. Просто, дешево и безопасно. Все, что вам необходимо сделать, так это ввести логин, указать мой промокод и нажать «Оплатить». KupiCode не запрашивает данные от аккаунта, только логин, а поэтому все безопасно. А если вы используете именно мой промокод, комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Также через KupiCode можно пополнять казахстанские аккаунты Steam, а также другие регионы – Турция, Аргентина и так далее по крайне выгодным ценам. Для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на пополнение и покупку. Ссылка в описании. Как мы еще выяснили в отдельном обзоре 5-го сезона, текущий сезон не будет длинным и точно так же, как и предыдущий, продлится всего лишь месяц. А поэтому старт нового сезона, в частности 6-го сезона, скорее всего будет намечен на 11 апреля. Это тот самый день, который будет последним для 5-го сезона. И если выстроить логическую цепочку, то как-то ни странно, скорее всего, именно в этот день и в это число ожидаем 6-й сезон. Точно так же, как и в ситуации с нынешним сезоном и тогдашними слухами, долгожданное глобальное обновление до версии 3.4.0 должно выйти вместе с ним в тот же самый день. То есть это будет, как мы и привыкли, сочетание сезон плюс обновление. Весь тот контент, который мы обсуждали ранее, он по сути сохраняется. Это в частности добавление нового стадиона, возвращение лицензии клуба Palmeiras, а вместе с ней и появление новых бразильских игроков, скажем так, в частности того же Эндрика, которого я ждал в этом сезоне, но не дождался. Но при всем этом Гальвани также упоминает, что лично он, то есть это уже его рассуждение, что лично он ожидает нечто большее от этого сезона. И подкрепляет он эту мысль тем фактом, что с 1 апреля для компании начинается новый финансовый год. И как-то ни странно, новый финансовый год, год заработка, прибыли для компании, нужно начать с хорошей ноги. То есть нужно начать на хорошей ноте, чтобы игроки особо не расстроились и в потенциале даже занесли побольше прибыли. А поэтому, если в следующем сезоне они выкатят нечто подобное, что выкатили в этом сезоне, а именно ничего и повторяющийся контент буквально, то естественно это будет самый худший старт финансового года. А поэтому, помимо контента в онлайне, ожидаем также и изменения игрового процесса, о котором также рассуждали ранее. Но что самое интересное, Гальвани упоминает также и кроссплей, который был обещан к концу 2023 года, исходя из слов блогера. Насколько я помню, официальных заявлений касаемо кроссплея со стороны Konami-то особо и не было, поэтому ничего подобного я вспомнить не могу. Но, скорее всего, Гальвани ссылается именно что на слухи, которые фигурировали касаемо кроссплатформенности, потому что на 23 год, а в частности на его концовку, было обещано достаточно контента, и та же самая Мастер-лига, и кроссплатформенность, и так далее по списку. А поэтому Гальвани считает, что для хорошей реакции со стороны игроков, в целом удачного старта нового финансового года, чтобы удивить игроков, Konami вполне могут добавить кроссплей. И если честно, я даже представить не могу, насколько это возможно, поскольку ситуация с серверами у Konami за последнее время не изменилась, а скорее всего даже стала хуже. А если нагрузка на сервера станет еще больше за счет того, что игроки начнут коннектиться
коннектиться с разных платформ против друг друга, ну не знаю, к чему это приведет, и в целом готовы ли сервера у Konami к подобному развитию событий. Но несмотря на завышенные ожидания в твите Гальвани, он в лишний раз упоминает, что несмотря на все это, не стоит ожидать Мастер-лигу и режим редактирования, что в очередной раз подтверждает, что эти два основных режима для некогда серии PES в рамках eFootball 2024 мы, скорее всего, уже не увидим. А поэтому все последующие слухи касаемые этих двух режимов, скорее всего, будут касаться именно что eFootball 2025. Посыл следующий. Несмотря на то, что Konami нужно хоть как-то удивить игроков в преддверии нового финансового года, добавить хоть что-то новое за столь длительное отсутствие, несмотря на подобную ситуацию, все равно Konami не собираются выпускать ни режим редактирования, ни режим карьеры за тренером. Ну и в общем-то как-то вот так вот. В комментариях я буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного. Как вы думаете, каким будет шестой сезон, что мы можем ожидать помимо уже обсужденного контента, который был обсужден в предыдущих роликах, был обсужден сегодня. Действительно ли стоит ожидать кроссплей или же нечто другое? Не забывайте также поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик для уведомлений, ну и также подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на них присутствуют в описании. У меня же на сегодня все, и я всех благодарю за просмотр этого ролика. Всем удачи и пока!